Большие дела плохо делаются с малыми средствами. Александр Дюма. Этот фильм для тех, кто планирует серьезные инвестиции. Информация к размышлению о немецком рынке недвижимости, пассивном доходе и реальной схеме его получения. Если сегодня рассматривать существующий капитал, то есть основной риск – то, что его не станет. Соответственно, те партнеры, которые обращаются к нам, их основной целью является сохранить ту покупательскую способность этого состояния, которым они владеют. То есть, по сути, у них стоит две задачи. Первая задача – это сохранить покупательскую способность того капитала, который у меня есть. И вторая задача – решить это максимально безопасно. Сегодня главным приоритетом инвесторов является сохранение капитала, а получение высокой прибыли отходит на второй план. Это можно объяснить еще и тем, что рынок сейчас находится на стороне продавца, который диктует правила и цены по своему усмотрению. К одному продавцу выстраивается очередь из инвесторов, желающих вложить свои средства. Стоит все-таки рассмотреть при каждой инвестиции, какие у нас существуют шансы, какие существуют риски, какие есть плюсы, какие недостатки. Можно начать с самого большого риска. То есть сегодня мы живем в эпоху, где самый большой риск инвестиции – это не инвестировать вообще. Перед вами стоит задача сохранить свой капитал, и вы готовы его вкладывать. И здесь необходимо понять вашу роль в будущие инвестиции. Сценарий первый – это активное действие. Активное действие, когда мы берем тот заработанный миллион в руки, идем с ним, покупаем что-то или имеем какую-то идею, которую начинаем развивать, над которой начинаем работать, вкладываем свой физический труд, вкладываем свои мысли, вкладываем свою энергию. Другая инвестиция – это пассивная, то есть мы покупаем пассивный доход, идеально, чтобы принимать в нем участие только контролируемого органа, то есть приобретая тот или иной класс актива, мы хотим как можно меньше принимать активного в этом участия. То есть мы не хотим, как инвестор, я сейчас говорю, мы не хотим заниматься там вопросами сгоревшей лампочки, так банально сказать. Этот рынок предлагает сегодня для пассивных инвесторов там целый набор продуктов. Среди них депозиты, акции, какие-то существующие облигации, золото и недвижимость в том числе. Берем свой сложившийся там накопленный капитал и отдаем его собственнику какую-то либо недвижимости, который продает что? Продает свой объект, который генерирует какой-то доход. В этот момент мы покупаем доход. Разумеется, купить доход можно далеко не везде. Германия – одна из тех стран, где пассивные инвестиции возможны. В первую очередь, инвестор должен для себя определить, насколько мне подходит Германия. Что предлагает немецкий рынок? Если у вас ожидание, что в Германии я готов приобрести объект в Мюнхене, на Максимилианштрассе, и там меня даже устроят несчастные 8% годовых, я думаю, что у вас не будет ни малейшего шанса. Если инвестор хочет спекулировать, хочет какую-то волатильность, хочет много адреналина чувствовать, я думаю, Германия не будет ему подходить. Если хочет активно принимать в чем-то участие, купить себе много работы, загрузить себя ей, она тоже не совсем подходящая. В Германии все-таки более скучно, но при этом прогнозируемо, планируемо, на долгие годы. Германия по-прежнему остается надежной гаванью для инвесторов в недвижимость в силу стабильности экономических, политических и социальных показателей, а также надежной правовой системы. По моему мнению, лучше вложить капитал в Германию, чем в любую другую страну. Законодательная база действующая, очень сильная. Частная собственность неприкосновенная. Но рынок устоявшийся. Нельзя забывать, что более 50% всех инвестиций в Германии, в недвижимость мы говорим, совершают сами немцы. Это говорит о том, что они верят в свой рынок. Вы тоже верите в немецкий рынок. Замечательно. Но далеко не все объекты в Германии могут считаться инвестиционно привлекательными.
Классифицировать такие продукты, в принципе, можно на 3 основные категории. Первая, самая наша любимая категория – это торговые точки, которые реализуют товары первой необходимости, которые обеспечивают близлежащие жилые районы, которые находятся как можно ближе к людям в центральных частях средних и небольших городов. Там еще можно реализовывать сегодня высокую рентабельность собственных инвестиций по сравнению с крупными городами. Торговая недвижимость – идеальный вариант, если он соответствует формуле долгосрочный арендный договор на 10-15 лет плюс оптимальное месторасположение. К этой категории также относятся специализированные торговые центры, которые представляют собой комбинацию из магазинов продовольственных товаров и текстильной продукции, чем привлекают дополнительный поток покупателей. Следующий класс такого продукта – это могут быть арендаторы, которые являются операторами в домах по уходу за престарелыми. Таких лидеров на самом деле в Германии немного, их можно перечесть на пальцы одной руки. С ними нас связывают договорные отношения сроком более чем на 20 лет. И их платежеспособность также приравнивается, относится как к самой высокой. Сегмент домов для престарелых – один из наиболее консервативных и интересных для инвестирования. На сегодняшний день на рынке представлено много опытных, надежных и крупных сетей операторов. Третья категория таких продуктов – это жилые дома. Здесь единственное стоит учитывать, что в жилых доходных домах, которые вы сдаете в аренду, у вас более сложная структура управления и нет гарантии того, что вот арендаторы будут долгий период там находиться. При этом 2/3 жителей Германии живут в аренду, то есть это также пользуется спросом, но гарантия все-таки таких арендаторов, ее, естественно, не сравнить с гарантией таких арендаторов, которые являются лидерами рынка и чьи имена известны даже далеко за пределами границ Федеративной Республики. Если не рассматривать экономические параметры и расположение, то частным инвесторам лучше всего подходят объекты, которые требуют менее сложного управления. Это розничные магазины или торговые помещения с небольшим количеством офисов или квартир. Выбор объекта – процесс длительный, трудоемкий, но обязательный, и именно от него зависит финансовый успех. Тут мы приходим к естественному логичному вопросу – как упростить жизнь инвестору? Основа кэш-генератора заложена в первую очередь в идее создания продукта, позволяющего инвестору с первого дня получать доход. Основным отличием подобной схемы является то, что инвестор приобретает уже объект, который соответствует всем тем критериям продукта, который можно обозначить как продукт институционального качества высшей категории. Наша деятельность заключается в том, чтобы взять на себя решение всех вопросов инвестора на местном рынке. Это значимая работа по сравнению, скажем, с работой маклера, который получает объект от продавца и просто ищет для него покупателя. Его главная цель – продажа. А наш объект прошел тщательную проверку как с рациональной, так и с эмоциональной точки зрения. Уверен, для инвестора это дополнительный бонус. Специалисты уже выбрали такой продукт, они его уже проверили, они уже проверили due diligence, они привлекли уже банковское финансирование, соответственно, банк в свою очередь тоже уже проверил данный продукт. И с первого дня покупки он экономит массу времени, начинает с первого дня покупки уже на проверенном продукте зарабатывать деньги. Аналогов такому сегодня пока нет. Итак, кэш-генератор – квинтэссенция пассивного дохода. В чем же станет проще задача инвестора? Чем интересна и привлекательна покупка готового бизнеса? Существует объект с арендатором на 15-20-летнем договоре аренды. Под этот объект уже привлечено банковское финансирование под 1,5-2% годовых, если мы рассматриваем долгосрочные периоды. Соответственно, уже инвестор покупает компанию с кредитной историей в немецких банках. Соответственно, уже проведена due diligence как экономическая, так и юридическая. Можно ознакомиться с результатами уже проведенных работ, с результатами экспертиз. Человек приобретает объект, который прошел этап детального анализа, то есть можно ознакомиться с тем, какое население проживает в данном регионе, какая покупательская способность у этого населения, какая конкуренция присутствует в данном регионе. То есть это целый пакет
детальных анализов, позволяющих ему с максимальной вероятностью заглянуть в будущее и четко просчитать свою рентабельность. Более того, немаловажным является и то, что он может ознакомиться уже с финансовыми показателями компании. То есть, соответственно, уже прошел какой-то период, уже поступает арендный доход, уже оплачивается банковское финансирование, есть управляющая компания, и уже можно ознакомиться с результатами. Это, наверное, основное отличие от покупки объекта. Чтобы объект стал кэш-генератором, с ним должны поработать специалисты. Что именно они будут делать? Ежедневно к нам поступает около 100 предложений. При этом 70% не проходят предварительный отбор и сразу оказываются в корзине. Оставшиеся подвергаются тщательному анализу нашими специалистами с учетом многочисленных критериев. Стоимость, местоположение, арендные ставки, арендаторы, площадки, сроки договоров и другое. Очень важно определить класс объекта недвижимости, его расположение, реалистичную оценку срока его службы и, конечно, объем работ по управлению, предстоящих после покупки. Это самые важные вопросы, на которые нужно получить ответ. В мои обязанности входит, прежде всего, анализ рисков. Эту работу необходимо произвести, чтобы оценить перспективы проекта, подготовить договор купли-продажи и обсудить его условия. Честно говоря, в моей практике не было еще ни одного объекта, который бы не нес вообще никаких рисков. Например, договор аренды — это зеркальное отражение всего происходящего. Необходимо посетить объект, оценить его фактическое состояние, документацию к нему, а также проверить, отображены ли все эти факты на 100% в договоре аренды. Моя задача — привлечение кредитного капитала в банках Германии на выгодных условиях для успешной реализации транзакции. Я ищу финансовый институт, программа кредитования которого наиболее соответствует оптимальной инвестиционной стратегии, и выстраиваю последующую коммуникацию с банками. Также на каждом объекте я совместно с риск-аналитиком провожу due diligence. В компании я отвечаю за техническое управление объектами. Мы выявляем повреждения и дефекты, оцениваем необходимость строительных работ, возможную модернизацию или перестройку объекта. Также я занимаюсь подготовкой договоров технического обслуживания. Для нас важно, чтобы арендатор в любое время использовал объект в безупречном состоянии. А инвестор должен быть уверен, что арендатор всегда может обратиться к компетентному специалисту, который незамедлительно решит все вопросы. Я отвечаю за управление активами на уровне объекта. Мы выставляем счета арендатору, следим за регулярными поступлениями платежей, рассчитываем эксплуатационные расходы, организуем ремонт, если требуется. Мы также отправляем инвестору отчет о состоянии дел на объекте, чтобы он имел представление обо всех текущих мероприятиях. С объектом и на объекте работают многие специалисты. Кто и как оплачивает их работу? И не проще ли самому найти помощников? В компании, которую приобретает инвестор, в ней нет никаких обязательств перед сотрудниками, в ней нет сотрудников, деятельность исключительно инвестиционная в виде готового арендного бизнеса. Это очень важный момент. То есть он должен получить жесткие гарантии, что кроме тех обязательств, связанных с объектом, связанных с банковским финансированием, опять-таки по отношению к этому объекту, других обязательств он не перенимает, никаких рабочих мест он не перенимает, никаких обязательств перед какими-то сотрудниками он не перенимает. Он получает компанию, в собственности которой уже есть объект недвижимости, генерирующий постоянный доход, который управляется профессиональной управляющей компанией, который профинансирован в немецком банке с долгосрочным фиксированием процентной ставки, но он не приобретает какие-то иные обязательства. Этот вариант, на наш взгляд, очень удобный для вступления в такой бизнес с целью моментального генерирования дохода. Возникает вопрос, сможет ли инвестор все сделать сам? Теоретически да, хотя в одиночку это затруднительно. Инвестор должен быть уверен, что перед ним внезапно не захлопнутся двери, и ему не помашут рукой со словами «до свидания». Еще хуже, если он в незнакомой стране останется один на один возле своего свежеприобретенного объекта.
Несомненно, есть два варианта. Можно самостоятельно выбрать продукт, можно самостоятельно найти подходящий объект недвижимости, самостоятельно решить вопросы, связанные с налоговым планированием, может быть, даже в будущем с наследственным планированием, самостоятельно проверить объект, нанять самостоятельно специалистов, которые все это проведут, приобрести банковское финансирование, если в этом есть необходимость. Но сегодня желание на такое финансирование у многих, так как банки выдают деньги под 1-2% годовых. Естественно, можно сделать это все самостоятельно. У нас есть примеры таких решений, зачастую они могут занять до 2 лет. То есть у нас были случаи, где решались вопросы такого характера в течение 6-7 месяцев, но также есть случаи, где на это уходило около 2 лет, потому что гарантии того, что вы договоритесь там с продавцом и выиграете конкурс рядом с другими инвесторами, у вас никакой нет. Тот ряд сложностей, который возникает перед иностранными инвесторами, когда они приходят в Германию, они все исключаются. А теперь переходим к финансовому вопросу. Сколько стоит такой кэш-генератор? Чтобы купить такой кэш-генератор, в первую очередь рассматриваются продукты, стоимость которых начинается от 3 миллионов евро. То есть, соответственно, инвестиции собственного капитала в районе 1-1,5 миллионов евро. Также необходимо предоставить четкое подтверждение источника происхождения капитала. От этого никак не отойти. Такие источники происхождения капитала требует законодатель от нас. Они поступают непосредственно в наш банк. Банк передает это в свои комплайенс, они это проверяют, после чего выходит, как правило, положительное заключение, если эти подтверждения соответствуют действительности. На сегодняшний день банки охотно финансируют строительство жилой и коммерческой недвижимости. Другие бизнес-сегменты, например, покупка акций на бирже, им не так интересны. А национальность инвестора не имеет никакого значения. Ипотечные банки готовы предоставить кредиты как немецким, так и иностранным гражданам. Залогом успешного сотрудничества с банком является прозрачность. Источник происхождения капитала должен быть чистым, в соответствии с законом об отмывании денег. И он должен быть подкреплен соответствующей документацией. Итак, необходим объем инвестиций от 1 миллиона евро. А сколько можно заработать на кэш-генераторе? Рентабельность, на которую может рассчитывать инвестор с учетом банковского финансирования на собственный капитал, может доходить до 10% годовых в евро. Если приобретать такой объект без банковского финансирования, то сегодня, скажем, вот таких продуктов с такими надежными арендаторами доходность варьируется от 4 до 7%, в зависимости от того, где они расположены. В крупных мегаполисах, таких как Мюнхен или Берлин, доходность будет меньше. В городах категории B и C уровень доходности варьируется от 7 до 9%. Среднестатистический показатель около 6%. Доход, который генерирует арендатор, его полностью хватает на обслуживание банковского, не только процент, но и тело кредита. Его полностью хватает на эксплуатационные траты, его полностью хватает на то, чтобы платить налог на недвижимость, на управляющую компанию. Более того, еще даже есть определенный профицит, который остается в компании в виде резервов. Базовая информация получена, теперь самое время перейти к примерам. Для примера можно привести один из наших магазинов, который реализовывали в Мюнхене. Срок реализации проекта составил более 10 лет. Если посмотреть сейчас на тот вид, в котором он стоит, и то, что было запланировано изначально, это абсолютно две разные вещи. В этом объекте наша компания регулярно проверяет само здание, внешние конструкции сооружения и даже зеленые насаждения на территории так называемого компенсационного озеленения. Частота наших посещений зависит от состояния объекта. Если возникают серьезные повреждения, мы, естественно, приезжаем сюда и описываем дефекты с тем, чтобы затем устранить их. Например, сегодня я обнаружила течь в кровле здания и на подземной парковке. В данном случае речь идет о гарантийных дефектах, поэтому мы связываемся с продавцом и определяем срок для их устранения.
Сейчас мы находимся в регионе Шульцендорф, который расположен неподалеку от Берлина, буквально в 10 минутах езды от аэропорта Шönefeld. Здесь мы реализовали специализированный торговый центр, состоящий более чем из 20 арендаторов, как сетевых, так и небольших. Основным якорным арендатором является компания Edeka, которая занимает у нас здесь более половины всей площади. Шульцендорф – место для жизни. С экономической точки зрения он не играет значительной роли. Наши жители ездят на работу в Берлин, Вильдау или Шönefeld. Зато община Шульцендорф, несомненно, привлекательное место. Мы активно развиваемся, и наш регион привлекает огромное количество новых жителей. За нашей спиной готовый кэш-генератор. Если выразиться уже прямым языком, это кэш-генерирующий продукт, который уже доказал себя многократно, который на протяжении нескольких последних лет генерирует постоянный кэшфлоу. И более того, сейчас мы расширяем площади компании Edeka и подписываем с ними новый арендный договор на следующие 15 лет. Это лучший показатель привлекательности данной точки, который подтверждает, что она рабочая, и арендаторы наши здесь зарабатывают и делают бизнес. Когда арендаторы успешны, это первая гарантия того, что и ваш объект будет генерировать доход стабильно. Покупка готового бизнеса – хорошее возможное решение. Яркий пример пассивной инвестиции, когда вы получаете запланированный доход с первых дней после заключения сделки. Непосредственно на сегодняшний день, непосредственно у нас инвестор может найти разные стратегии. Инвестор может найти готовый кэш-генератор, который с первого дня генерирует ему доход. Инвестор имеет возможность создать совместно с нами свой кэш-генератор. Инвестор имеет возможность инвестировать, может быть, даже совместно с нами где-то в строительные проекты. Сегодня мы даем возможность нашим партнерам, нашим клиентам выбрать из разных продуктов и при этом дать ему возможность оценить эффективность этих разных продуктов, чтобы определить, какой из них подходит лучше для его пожеланий, для его потребностей. То есть, если брать инвесторов, можно обозначить их каким-то образом новички, которые еще не имеют опыта в Германии инвестиций, у которых недостаточно, может быть, опыта реализации готового арендного бизнеса, его нужно еще создавать, им бы, наверное, все-таки подошел продукт в виде готового кэш-генератора, где он инвестировал, с первого дня получает доход. Big Property – подразделение холдинга ST77. Вот уже 40 лет наша профессиональная команда представляет интересы частных инвесторов на немецком рынке недвижимости. Подбор оптимальных объектов, реализация инвестиционно-строительных проектов, комплексное управление. Big Property – экспертные решения инвестиционных задач в Германии.